Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я приехала в район Чешмели. Буду смотреть магазин Четинкая. Кому интересно, я вас приглашаю с собой. Вы будете зрителями, будете видеть все, что есть в этом магазине. Магазин очень большой. Я думаю, здесь есть все. Потом мы поедем на набережную. Посмотрим, какое море, погода замечательная, почти лето. Видите, я в футболке, приехала на велосипеде. В общем, немножко ветерок, но все хорошо. Друзья, идемте посмотрим магазин, что здесь есть. Я вас приглашаю. Все, погнали. Как всегда, при входе в магазин есть такие рекламные плакаты. Здесь указаны скидки, с какого числа они идут и по какой цене. Магазин очень большой. На этой стороне продовольственная часть. Это все продукты, овощи, фрукты. Вот так выглядит магазин. И идет далеко-далеко. В начале витрина с овощами, с фруктами. Цены немного дороже, чем на рынке. Вот так все. Яблоки, авокадо. Вот такие мягенькие. Манго есть 120 лир. Вот такие зеленые, совсем зеленые. А сколько же орехи? Орехи 280 лир без 10 курушей. Я на рынке покупала по 200 лир. Вот такие орехи. Это в Соли. Рынок по вторникам. Там намного дешевле орехи. Вот так все выглядит. На поддонах выставлен сахар. Сколько сейчас цена? 189,95. Был 225. Чуть дешевле стал. Масло есть оливковое и растительное. Растительное стоит 500 лир почти. Это за 5 литров. Дальше идут витрины с колбасой, сыром, йогурты. Длинная витрина такая огромная. Колбаски, суджук. Очень много. Есть такая в нарезках колбаска. Она подешевле. Но здесь буквально несколько ломтиков. Вот я вам покажу. Да, вот даже самая дешевая колбаса. 21 лиру. Вот так она выглядит. Ну, здесь буквально, не знаю, 5 ломтиков тоненьких. Очень тоненько нарезают. Вот такая вкусная. Это вот, ветчина. Видите? И с фисташкой есть. Вот такая вкусная колбаска. Это индейка. Я смотрю, на сыры сейчас скидочки. 370 лир. Здесь сыр килограмм. На многие сыры скидка. Видите? Цены покажу. А так все в ассортименте. Есть большие на килограмм, на полкило. Маленькие такие куски. Подороже уже более цена выдержанного сыра. Вот они, видите. 196 лир. 90 курушей. Здесь по весу всего сколько? 250 грамм. Вот такие разные вкусные сыры. Вот, как косичками такие, да? 114 лир. Недорого. Есть вот такая еще косичка. 139 лир. Какие-то сыры есть соленые, есть менее соленые. Ребята, я смотрю, вот такой лабне. Сейчас он стоит 200 лир. Был 285. Нужно взять обязательно. Сколько здесь по весу? Так, не вижу пока нигде. Так, ладно. А, вот 700 грамм. Очень удобно. Я делаю Сан-Себастьян. Или для тортов, для крема. Сейчас обойду, все посмотрю. С вами поделюсь, потом скуплюсь. Есть поменьше фасовочки такие. По 400 грамм. 129 лир. Лобные разные есть. И смотрите, на многие товар идет скидка. Указывают вот на плавленый сыр 20% скидка.
Очень хорошо. Еще в таких упаковках есть лабне 120 лир. Да, мне здесь цены нравятся. У нас в Шоке, в Биме сейчас цены подороже на эти сыры. Но там расфасовка чуть поменьше. Очень много сыров, такие как фета. Они в рассоле идут. И также скидочки на многие. Смотрите, я поближе покажу вам. Ну, вот упаковочку возьму. Видите, вот два кусочка больших. И они в рассоле. Здесь килограмм стоит 279 лир. Был 311. Дальше пошла витрина с йогуртами. Вот эти йогурты. Экер. Очень хорошая марка. Сейчас стоит 2 килограмма 144 лиры, а чуть побольше 294. Это вот такое ведро на 4. На каких 4? Больше, наверное, не вижу где тут. На 5 килограмм, смотрите. Какое ведро? 295 лир. Свежий творог. Не творог, йогурт, прошу прощения. А еще хочу показать, ребята, вот такие йогурты. 109 лир. Недорого стоит. Кило 850. Видите, здесь такой запеченный, как пенка. Очень вкусные йогурты. И видите, по весу есть разные. Есть по 400 грамм, по 500 грамм. Цены разные. Поменьше, дешевле. Побольше, немного дороже. Но все равно, если вы большую берете емкость, вы экономите. Вкуснейшие кефиры для деток, йогурты маленькие. Все есть в большом ассортименте. Очень много. Айран. Очень вкусный, полезный. Все время берем. И смотрите, на масло сейчас скидочка. Килограмм масла стоит 529 лир. А расфасовки есть разные. По полкило, по килограмму. Масло очень вкусное. Ну и маргарины дальше пошли. Целая витрина всего. Есть и в холодильниках. Отдельно такая витрина с сырами, оливки. Все-все продают. Такая огромная. Внизу бутылки с водой. 5 литров стоит сколько? 29,50. И вот такая вода Хаят, она подороже 47,50. Ну и разные разносолы. Перчики. Вот это перец очень острый. Будьте аккуратны с ним. Очень острый. Оливки в ассортименте разные. Видите, более крупные. Есть поменьше. Поменьше они подешевле всегда будут стоить. Ну и сыры в рассоле. Масло сливочное. Все это есть. Вот такие сыры. Очень много. Более выдержанные, видите, такие. Они более дорогие идут. Хочу показать курочку. 219 лир филе. Крылышки нету, цены не вижу я. Пока еще нет. И здесь 119,90 куры. Ну, смотрите, какие огромные. Так, а это что такое? А, это кишки. Первый раз увидела. Сколько они стоят? 100 лир. Ну, без копеек там. Домашнюю колбаску можно делать. Натуральные кишки. Что есть? Суджук. Но цены нет. И мясо. Мясо в Турции очень дорого стоит. 1099, 709. В общем, смотрите. Цены атомные просто. Но мясо очень вкусное. Здесь огромный выбор пасты шоколадной. Смотрите, какой размер. Я не знаю, сколько здесь. Не видно. 650 грамм. Вот она, видите? 650 грамм. Это турецкая шоколадная паста. Похожая как нутелла. Ничем не отличается. Стоит 204 лиры. Сейчас по скидке подешевле. Нутелла, она более дорогая. Есть еще вот такая марка. В банках она. И вот такая Ülker с фундуком. Стоит 229 лир.
Рядом есть нутелла, она 274 лиры стоит. Вот такая вот, видно, этикеточка, большая банка. Много халвы. Вот это очень вкусная халва. Она идет с фисташками. Не видно просвета хорошо. Видите, с фисташками. Стоит она 224 лиры. И здесь указан вес за килограмм. Видите, 624,72 за килограмм. Много варенья. Варенье также в Турции очень вкусное. Любое, какое не взять, оно все очень вкусное. Магазин очень огромный. Это все продукты, а дальше еще одежда есть все. Смотрите по рядам. Здесь сладости и все желтые ценники. Скидки практически на весь ассортимент. Шоколадки. Вот смотрите, да, цена 101 лира, 102 почти было. Сейчас 81, это с фисташкой шоколад. Очень много. Практически цена снижена на весь ассортимент. На этой стороне все для выпечки. Пудинги, крема такие шанти. Видите, все. Желешки. Все полностью для выпечки. Большая витрина. С этой стороны чай, с противоположной кофе. Чай и в килограмм продают, и полкило. Чай разный, очень вкусный. Стоит, ну вот смотрите, 360 лир почти, да, это большая пачка килограмм. Вкусный чай, очень много. Если Липтон, он стоит 275 лир. Есть маленькие фасовочки. На маленькие скидочки идут, это по полкило. Очень много чая. Ну и, конечно, вот смотрите, в пачках есть по 25 пакетиков, есть побольше, по 100 пакетиков. Все в ассортименте. С другой стороны кофе такие 3 в одном пакетике. Ну, это такое кофе не очень вкусный. Есть растворимые такие в пакетиках по 74 лиры. Ну, это то же самое, 3 в одном. Полностью витрина вся. Здесь турецкий кофе. Я смотрю, вот видите, большая банка. Сколько? На 250 грамм. Сейчас стоит 250 лир. Была по 300 лир. На 50 лир. Экономия. И вот такие большие банки по 500 грамм. Они сейчас стоят 1100. Так, разный кофе есть. Вот такой все. Ну, мне такой не очень нравится. Я люблю вот Мехмед Эфенди такие. Они в мягких пачках бывают. Очень вкусный кофе. А, вот она в мягких пачках. Видите? По 100 грамм. Турках Васи. Мехмед Эфенди. Очень вкусный кофе. Стоит 79 лир. И, кстати, недорого. У нас 97 в Шоке и в Биме. В общем, 97 лир. Здесь подешевле. Следующий ряд это печенье, вафельки, кексы, рулеты в огромном ассортименте. Вафельки вот такие вкусные, без шоколада, они с орешком. Вот такие всякие с начинками есть. Они как маленькие пироженки, очень вкусные. Сейчас стоят сколько они? 85 лир. И вот такие с бананом. Вот такие. Есть шоколадные, есть банановые, разные по вкусу, видите? С лимоном начинки. Раньше было два всего, шоколадный и банан, а сейчас в ассортименте очень много стало. Вот такая витрина, всего очень много просто. В Турции всегда, когда заходишь в любой магазин, всегда начинается со сладостей. И очень много. И вафельки, и печенье, все сладкое, а потом уже дальше идет другой товар. Следующий ряд это соленья. Есть перчики, причем разные. Все есть. Купить можно по желанию. Есть маленькие баночки, побольше. Ну, внизу такие баклажки совсем большие. И растительное масло. И в конце оливковое масло. Очень много. Я смотрю сейчас скидочки. Видите, цены хорошие. На тунец скидки хорошие.
Он разный, есть какой-то подороже, какой-то подешевле. Даже бывает вот в магазинах Бимшоп там по 100 лир. Ну, он такая марка другая, более дешевая, но все равно. Даже вот дешевый тунец, он очень вкусный. Вот смотрите, с другой стороны я показываю, видите, практически на все. И цена разная, видите, вот даже 159 лир. 3 баночки здесь идет, по несколько баночек. Повыше чуть подороже, а вот внизу, видите, даже вот по 100 лир тунец, несколько баночек. Покажу оливковое масло. Есть и в жестяных банках, и такие, это пластик. Жестяных вот небольшая баночка 200 лир стоит. Вот так в ассортименте. Смотрите цены. Очень много. Разные производители, разные марки, цена отличается. Это в жестяной банке большая. Ну а внизу совсем большие такие банки. Вот 1500, вот такая огромная банка. Дальше идут лимонады. Бутылочки маленькие. Они, видите, здесь продают по 6 штучек. Очень удобно. Небольшая емкость. Они по 200 миллилитров. Стоит 92,95. Очень вкусные лимонады. Дальше я зашла уже хозяйственная часть. Это туалетная бумага, салфетки. Разные такие влажные салфетки. Очень удобно. По 100 штук здесь для уборки. Видите, 94 лиры 90 куруш. В большом ассортименте. Ну, туалетные бумаги. Вот 200 лир. Сколько здесь? Так, 32 рулона, видите? 32 рулона. Очень много всего. Соусы. Здесь по 2 штучки продается. Видите, вот 214 лир 90 куруш. Это кетчуп и майонез. Вот такие есть соусы для бургеров. Разные в ассортименте. А вообще целые ряды стоят. Чисто турецкий соус там или майонез мне не очень нравится. А более такие кальве там или хайнс, они подороже стоят, но они повкуснее. Крупы, макароны, все есть. На какие-то есть скидки. Видите, вот 20% делают скидку. Вот такие еще макароны крупные. А здесь прям, видите, с каким-то пакетиком уже. Специально, наверное, подарок есть здесь, да. Ну, вот так продают. Стоит недорого, видите, 31,90. Совсем дешево. Барилла 46,90. Есть и бантики, и такие спиральки. А вот такие, я смотрю, какие-то новые барилла. Смотрите, какая форма интересная. Макарошки, они стоят 94,90. Подороже. С другой стороны мука. На муку сейчас скидочка. 150 лир стоит. Вес здесь 5 килограмм. Очень удобные. Смотрите, даже гречка есть. Сейчас гречка стоит 110 лир. Вот такая килограмм. И полностью есть рис, булгур. Цены разные. Чечевица подешевле. Смотрите, 104 лира. Красная такая чечевица. Очень много всего. Ну а про бытовую химию, смотрите, здесь на все желтые ценники. Очень много. Даже салфетки, смотрите, да, 64,90. 100 штук. С любым ароматом. Вот такие, видите, любые ароматы. Наверху чуть подороже немножко. Другие салфеточки. Все есть. И сифы, и полностью. И для мытья посуды. Ферри, смотрите, какая баклажка огроменная. Сколько здесь? Она сейчас стоит 219 лир. Ой, 2 600 миллилитров. С ума сойти, почти 3 литра. 2600. Очень много. Для посудомоечных машин скидка, видите, очень хорошая цена, 500 лир.
Здесь 50 таблеток. И практически на многие товар что-то вы берете, да, и подарок вам. Продукты мы немного посмотрели. Сюда дошла немножко дальше. А здесь полностью все в желтых ценниках. Крема на все практически. Вот L'Oreal, да, цена, видите, почти в половину все вот полностью. Все желтые ценники. На дезодоранты, ну, полностью на все, смотрите, и Нивея есть. Вот. На все идет скидочка. Ну, а здесь, смотрите, ребята, чего только нету. И чашки, и посуда, и разные полотенца. Все невозможно рассмотреть. Это нужно приезжать и самому рассматривать внимательно то, что вам нужно, потому что все завалено. Вот смотрите, сколько всего разного товара. Чайники, пледы, вот такие покрывала. 3000 стоят серенькие. Вот, простыни, все полностью есть. В большом ассортименте это 1839. Вот такой поближе покажу. Видите, ворс. Вот такие мягенькие. Подушки. Синтепон, есть бамбук. Есть, видите, с алоэ вера. И цены вот такие на подушке. 219, 200 лир. Очень много всего. Сейчас грили, я смотрю, подешевле стали. Ну, какие-то запакованные, какие-то открытые. Вот, видите, разные. Все, что хотите. Такая цена. 3479. Полотенца в ассортименте. Очень много. Вот так пройду. Не буду каждый смотреть, потому что здесь просто горы всего. Посмотрите как. Это нужно целый день здесь ходить, смотреть. Все есть. Халаты. Сколько они? 549. Ну, 550 лир. Вот такая махрушечка. Вот вам поближе покажу. Видите, какая мягенькие. Есть вот такие халатики. Вот такая. Вот пакет открытый. Поближе покажу. Видите, какая махра. Мягенькая. Хлопок все. Все полностью хлопок. Расцветки. Какие желаете. Любые. И беж, и такой нежный салатовый цвет. Розовый, сиреневый. В ассортименте. Ну, вот смотрите, сколько всего. Наборы есть полностью в таких коробках. Большая. Здесь 2 халата, полотенца. Стоит набор 2700. Цвет разный, рисунок есть. Видите, все заставлено. Здесь телевизоры. Вот смотрите, 55 по диагонали, 38, 349. Ну, 350, считай там, без копеек. Ну, вот в таких коробках. Телевизор этот по большей диагональ, 65, он стоит 80 тысяч 350. Ну, я не знаю, на огромную квартиру. Очень много всего. Размеры поменьше, побольше, пледы, дорожки. Господи, чего тут только нету. И такая посуда, пластик, наборы. Вот если вы идете куда-то, да, на пляж, видите, наборы здесь: ложки, вилки, стаканчики, все в таком чехле. Вот очень удобно. Здесь вот в таких коробках. Вот они есть беленькие, видите, цвет разный. Заварники, кофе заваривать, турочки. Ну, такие легкие, это не очень хорошо. Нужно брать или медную турку, или такую более тяжелую. Тогда будет кофе очень вкусный. Вот такие досточки, которые крутятся, видите, на столе. 379 лир. Она вот такая внизу как бы сделана. Вот это колесико, она крутится, очень удобная. Покажу так визуально сковородки.
потому что все невозможно рассмотреть. Есть в наборах сковородки. Есть такие, видите, у них двойные. Вот, для жарки рыбы. Вот такая она сковорода. Переворачивать очень удобно на ту, на другую сторону. Более тяжелые сковородки есть. В большом ассортименте все. И вот так рядами все идет. Пройду немного, потому что все невозможно смотреть. Так, ну а дальше уже пошла обувь и одежда. Смотрите, сколько. Магазин огромный просто. Здесь сковородки, дальше стаканы пошли. Для выпечки такие формы. Вот смотрите, видите, для кекса. Ну, размер не маленький, большой. А вот есть чуть поменьше. Вот такая формочка для кекса. Сейчас уже лето скоро, поэтому в основном идут шлепки. Видите, такие ряды. Самая удобная обувь. Это для лета. Вот такие кроксы. Ну, вот это, конечно, на любителя, вот эти все безделушки. Есть более классические модельки кроксы. Вот такие. Расцветки разные. Ну, по цене, сколько они стоят? 400 лир. Вот такие кроксы стоят 400 лир. Эти тоже сейчас 400. Были 439. Вот такая моделечка. Удобно, нога дышит, на пляж ходить. И видите, здесь такая перемычка. Можно даже плавать в них в море. Если каменный пляж, прошли, и удобно. И плавать удобно. Вода сюда проходит в дырочке. Легко плавать. И здесь обувь такая разная. Смотрите, мужские. Такие прошитые. Вот так выглядят. Легкие-легкие. Сколько они стоят? 1400 сейчас. И целые ряды этих сандалий. И внизу стоят, и наверху очень много моделей. Легкие такие женские. Прошитые модели. Вот такой цвет еще, смотрите. Легенькие-легенькие, невесомые. В ассортименте есть кроссовки. Сколько они по 999 лир. Женские. Легкие. Вот такие подошвы. Невесомые совсем просто. Мужские туфли есть. Вот такие сейчас, смотрите. Моделечка такая интересная. Вот она сделана вот так, как кроссовок. Мягенькие. Очень удобные. Вот такая еще на подошве. В большом ассортименте. Ой, какая легкая. Мужские, смотрите, как кеды сделаны, да? Очень хорошая модель. Легкая-легкая, просто невесомая. Она не жаркая, это материал. Видите, как? Очень красиво. Пошиты, видно, аккуратненько. Сколько они стоят? А, вот цена у них. 2550. Были... Нет, извините, 2290, 2300 считай. А были 2550. Такая невесомая просто моделечка, хорошенькая. Обуви очень много. Ну, смотреть все не будем. Вот это все ряды, это все обувь. А на этой стороне внизу обувь женская. И пошла одежда. Вот. Разные кофточки, юбочки, туники. Вот такие туники женские. Сколько они сейчас стоят? Вот 600 лир. Это такая, как штапель. Тоненькая такая туничка, удлиненная, видите, с длинным рукавчиком. Очень много туник. Потом юбки пошли. Ну, юбки такие своеобразные модели. 600 лир. Ну, не знаю, мне такой не очень нравится. Так, с этой стороны джемперочки 700 лир. Вот такая модель. Она, знаете, как футболочный материал с длинным рукавом. Такая со стразиками. Здесь очень много со стразами. Я смотрю, и короткий рукавчик есть, и с длинным рукавом. Цвета разные модели. Видите, рисунок разный. Темные, светлые, все это со стразами.
Дальше идут такие платья легкие, такие, знаете, ну это хлопок и как шитье. Сколько оно стоит? 2, ну 3000, да, сейчас по скидочке 3000. Кокеточка под грудь идет, небольшой вырез такой, рукавчик за локоток. И вниз вот такая модель, видите, на лето. Ну, на лето здесь, когда сильно жарко, и в этом будет жарко. Есть такие сарафанчики. Сколько он стоит? 900 лир. Ну, 1999,99. Плотный хлопок, но мне кажется, сейчас я гляну, на подкладе, что ли, оно. Ой. Нет, не на подкладе, но очень такой плотный хлопок. Модель вот так выглядит. Сарафаны в ассортименте. Ну, это чуть подороже, 1300. Длинный, как платье, такой, видите. Вот такая моделечка. Низ немного клешеный, а верх такой классическая модель. Разные есть по фасону. Вырез немного отличается. Здесь на талии резинка и длина такая не полностью до пола, а как бы будет до середины щиколотки. Вот где-то так она с разрезами. 1000 лир стоит. Ну, кстати, вот этот сарафанчик, он такой нормальный будет. Что здесь? Джинсы прямые. Это большой размер, просто висит. Сколько они стоят? 700 лир. 3/4 маркировочка. Да, это большой размер. Прямые. На лето жарковато. А так модель нормальная. Футболочки 319 лир. Ну, такие, знаете, дешевый трикотаж. Вот это видно. Не очень хороший. Темные джинсы. Есть серые. 700 лир. Все в одну цену. Футболочки есть разные в ассортименте. Такие. Вот рисунок. Сколько она стоит. Так, ценника не вижу. Оторван. На следующий посмотрим. 340, ну 350 лир футболочка. Такая легенькая, я вам скажу. Здесь не хлопок, а бамбук такая. Ну, знаете, бамбук. Он немного пожарче, чем хлопок. Здесь обычные такие классические моделечки. Есть с рисунками. Ага, смотрите, рисунок Рататуй. Помните мультфильм Мышонка, который готовил? Сколько она стоит? 500 лир. Но здесь чувствуется хлопок хороший, такой плотненький. Я смотрю в большом ассортименте брючки по 700 лир. Трикотаж спортивный, трикотаж, смотрите, какой хороший. Нежный такой, приятный к телу. Цвета такой молочный, оливковый, серый, синий, кофе с молоком. Вот такой цвет красиво смотрится. Стрелочка небольшая. Манжет есть внизу, а есть прямые. Вот видите, как внизу прямые. Брючки эти хорошенькие. Подешевле немного идет вот такой материал, но здесь качество совершенно другое. Они стоят 500 лир. Буквально на сколько там, на 200 лир дешевле, но эти будут скатываться катышками. А это прям очень нежный, приятный материал. Джинсы в ассортименте, есть широкие, вот такие на лето. Ой, они потоньше. Сколько они стоят? 1300 лир. Но сам материал джинсы мягенький, такой приятный. Вот это тоже такая средняя толщина, наверное, не совсем толстые, но и не тонкие. А вот эта вареночка прям мягкая-мягкая. Что еще покажу? Вот смотрите, вот так. Наборы такие вот. Кофточка и брючки, да? Да, и брючки. Сколько он стоит такой? 600 лир. Кофточка, я думаю, брючки отдельно будут. Такой чем-то напоминает китайский стиль. И такие сатин брюки. Пестрые расцветки. На лето всегда очень много их. Вот такая моделечка. Поближе покажу. Вот она, например, да? Однотонную футболочку, брючки, и летом ходить удобно. 700 лир стоит. Дальше пошли носочки, трусики. Все такое детское много.
Смотрите, футболочки по 99 лир. Это все полностью детский отдел большой. И чуть дальше там мужская одежда. Ну а дальше пошли ряды с мужской одеждой. Футболки, джинсы, рубашки. В большом ассортименте. Есть с принтами. Разные такие футболочки. Сколько она? Сейчас глянем. 360, ну 370 лир. Такая с принтом рыбка. Нужно смотреть, видите, 399, но, наверное, с другой стороны какие-то модели. А так в ассортименте все. Брючки спортивные, 700 лир. Очень много всего. Футболочки. Качество хорошее. Сколько она стоит? Вот видите, 290, ну 300 лир. Цены разные. Есть и брюки, и рубашки пола. Все есть. Музыка играет. Это, конечно, плоховато. Светлые брючки. Но это плащевка какая-то совсем прям жаркие. 800 лир. Рубашки в большом ассортименте. Есть такие легкие на лето уже. Хлопок. 700 лир стоит рубашечка. Воротник стоечка. И ничего лишнего. Шорты. Все есть. Видите, большой ассортимент. Такие как поло. Кепочки, очки даже есть. Смотрите, какие. С кепочкой одели. Так, 700 лир. Ну, так как поло логотип. Тоненькая такая на трикотажик. Вот так поближе вам покажу. Видите? Но приятная к телу. Очень приятная. На прохладную погоду. Не на жару совсем, но на прохладную погоду. Есть брючки стиль милитари. Цены не вижу. Да, не видно цены где-то. Вот такие они. Цвет разный, светлый, темный, спортивного плана брючки. Поплотнее, полегче. Ну, в общем, вот так я вам покажу, ребята. Не буду уже все показывать, потому что каждому нужно свое. А здесь ассортимент большой. Смотрю, что здесь красные ценники. Вообще, вот смотрите, 200 лир. Вот такая футболочка большая. Ну, это с браком, видите, дырочка. Цена дешевая. Ну, дырка прям на самом животе. Не очень удобно. Вот такие шорты темные. Мужские. 500 лир. Тонкая плащевка такая сделана. Вот видите как. А так в ассортименте все есть. Рубашки, все полностью. А чуть дальше здесь кафешечка. Видите, можно покушать, все заказать. Есть столики. Здесь посидеть или на улице на террасе. Девочки готовят все. Ну что, ребята, магазин мы немного посмотрели. Сейчас я возьму немножечко с продуктов. Что возьму? Мне нужно сыр, наверное, вот лобне обязательно возьму, потому что я часто им пользуюсь. И для выпечки там, для крема делаю, и Сан-Себастьян можно спечь. В общем, не знаю, что буду готовить, но сыр возьму этот. Мне он нравится. Такой сливочный. И цена хорошая. Друзья, хочу показать, как меняется погода. Видите, какие тучи прям. Вышла только с магазина в Читинкая. Но на набережную все равно проеду. У меня есть вот такой, видите, сумка-холодильник. Я элемент всегда кладу, чтобы не испортились продукты. Что я взяла? Сливки 35% для торта. И вот этот крем. Да, тоже буду или торт делать. В общем, что-то приготовлю. И взяла кофе. Мое любимое 2 пачки. Здесь подешевле. Цена хорошая. Но кофе я не буду сюда ложить. А так очень удобно. Видите, закрыла. Если там рыбку довести или что. Сумочка. Очень классно. Ну что, пока не пошел совсем дождь. Я заскочу на набережную, посмотрим, какое море, почистили ли набережную в Чешмеле. И поеду домой.
Уже буду возвращаться не по трассе, а вдоль моря. Все, друзья, поехали, посмотрим, какое море сегодня. Ребята, вышла с магазина и смотрите, здесь велосипеды для маленьких совсем, потом более старших деток. И смотрите, есть уже побольше и подростковые, и взрослые велосипеды в ассортименте. Вот целая куча. Сколько они стоят? Ну вот приблизительно, смотрите, 10 900, ну 11 тысяч. Вот такие велосипеды. Я думаю, цена почти одинаковая, может немного отличаться, тут не видно. Видите, все приклеено, не понять. Ну, наверное, цена где-то 11, да, тут выгорело. А нет, это чуть дороже было, 13,5, видите. Ну, в принципе, не так дорого, как мы смотрели в спортивном магазине в городе. Поэтому, кому интересно, простые велосипеды, приезжайте сюда, выберите. Ну что, друзья, я подъехала к морю. Смотрите, набережная какая. Это вот если от Читинкая магазина перейти дорогу и спуститься вниз. Вот здесь, где башня. Подойду поближе, покажу вам море. Начинает дождик накрапывать. Ну, не могу уйти и закончить сегодняшнюю съемку без моря. Вот такая вся набережная, видите, здесь песок и немного камней. Море такое с песком возле берега. Дальше, ну, синее, но не такое красивое, как обычно, когда солнечная погода. Но все равно приятно. Смотрите, как она шумит. Да, скоро будет сезон. А здесь, видите, как песчаный пляж и волна поднимается. Сейчас я попробую приблизить. Посмотрите. Вот она, волна. Смотрите, поднимается наверх и на песочек сюда бежит. Так что, ребята, приезжайте. Море уже теплое. Вчера была погода солнечная. Мы вечером гуляли с мужем. Я пробовала водичку, уже можно купаться. Не жаркая, конечно, такая, не горячая, но нормальная. Нету четкого горизонта с морем. В Чешмелях, видите, есть такие мостики. Очень удобно заходить туда далеко на мостик, и можно рыбу половить. Хороший заход. Я не знаю, там есть лесенка или нет, чтобы спуститься. Но я думаю, какие-то лодки туда приплывают. Такое море. Иду обратно потихоньку, а в горах смотрю, молния уже. Пока доеду, может быть, и намокну под дождем, а может и нет, кто его знает. Ну, дождик начинает накрапывать. Поэтому поеду быстренько сейчас по набережной, где виллы. Ну, помните, я показывала, вы уже, наверное, знаете. Уже не буду снимать. Доеду так до Теджи, зайду в магазин. Мне еще нужно муки купить и печенье савоярди. Все-таки решила сделать торт тирамису. Слышите, как гремит? Это в горах. Друзья, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, напишите обязательно комментарий. Так вы помогаете расти моему каналу. И если у вас появилась кнопка «Захайпить», хайпите от души. Это бесплатно. Но YouTube видит, что видео хайпят, и дает большему количеству людей смотреть мои видео. И так канал мой растет. Ну и, конечно, у меня же день рождения 23 апреля. Хотелось, чтобы наконец-то набралась эта 1000. Так что, друзья, подписывайтесь, не стесняйтесь. Я буду вам очень признательна. Ну а на сегодня всем пока-пока. До новых встреч в новых видео. Мы еще много чего не сняли, вы же знаете. Но обязательно все снимем. И я вас возьму, как всегда, с собой. А на сегодня все, друзья. Всем пока-пока. Поеду, дождь намочит. А хотелось домой приехать сухой, не мокрой. Все, друзья, всем пока-пока.